Это Хельсинки, финская столица, и здесь проходило Евровидение 2000... Это Хельсинки, столица холодной Финляндии. Здесь в 2007 году проходило Евровидение. И мало кто знает, что Финляндия шла к этому моменту почти 45 лет, годами занимая последние места и оставаясь в тени других стран. И вот неожиданный факт. В 1965 году Евровидение в Финляндии представляет певец русского происхождения. Как так получилось? И как страна, которая почти всегда проигрывала, в итоге стала победителем и хозяйкой данного конкурса. Об этом данное видео. История Финляндии на Евровидении началась в далеком 1961 году. Тогда страну представляла молодая певица по имени Лайла Кинунен. Ей был всего 21 год, но сегодня ее уже нет живых. Она исполнила песню под названием «Валуа Иккунаса». В переводе означает «свет в окне». Это песня о надежде и о том, что даже в темноте есть свет, и где-то всегда есть дом и человек, который тебя ждет. Это было красивое начало истории участия Финляндии на этом конкурсе. Но дальше все оказалось гораздо сложнее. В 1965 году произошло то, что сегодня довольно трудно себе представить. Финляндию на Евровидении представляет Виктор Клименко, певец русского происхождения. Родился он в семье русских иммигрантов, которые оказались здесь, в Финляндии, после событий начала 20-го столетия. Виктор вырос уже здесь, в Финляндии, но в семье сохранилась русская культурная традиция. На тот момент, на момент Евровидения, ему было около 20 лет. Его песня, с которой он выступал, называлась «Ауринко лаския лахте» – «Солнце садится на западе». Это песня о закате и времени, о чувствах, которые постепенно уходят вместе с днем. На конкурсе данная композиция не получила ни одного балла, и с таким нулевым счетом так и осталась. Виктор Клименко остался жить в Финляндии, сделал здесь небольшую карьеру и до сих пор известен старшему поколению. И сегодня, в 2026 году, ему в районе 83 лет, и живет он здесь, предположительно, в Хельсинки. Но вообще история Финляндии очень тесно связана с Россией, Советским Союзом и с Российской империей, частью которого она являлась. Именно об этом одно из моих видео на моем канале, которое вы можете посмотреть здесь по ссылке. Но вернемся к Евровидению. Сейчас я еду к месту, которое напрямую связано с Евровидением. И пока мы едем, хочу сказать, что путь у Финляндии к Евровидению был очень долгим. Десятилетиями страна оказывалась внизу таблицы, иногда даже почти на последнем месте. И лучший ее результат до победы был всего лишь 6-е место. И это было в далеком 1973 году. То есть долгое время у страны никакого шанса на победу. Но вот наступает 2006 год. В 2006 году конкурс проходил в Греции, в ее столице, в Афинах. Фаворитом тогда считался российский певец Дима Билан. И он действительно занял 2-е место с песней «Never Let You Go». Но победила в том 2006 году Финляндия, группа Лорди в костюмах монстров с песней под названием «Hard Rock Аллилуйя». Это песня про освобождение, про силу, энергию, про такой некий внутренний протест и желание вырваться наружу. И это был переломный момент, потому что долгое время побеждали в основном просто красивые песни, много-много лет. А в этот раз победили образ, подача и концепция. Именно после победы Лорди на Евровидении конкурс провели здесь, в Хельсинки, в Хартвалл-арене, куда я сейчас и направлюсь. Большинство зрителей, которые шли на площадку, чтобы посмотреть конкурс, они шли вот по данному туннелю. Итак, 2007 год, Хельсинки. Сюда, в столицу Финляндии, со всего мира, да и со всей Европы приезжали зрители, чтобы увидеть и насладиться этим конкурсом. И Евровидение в том 2007 году проходило здесь, в Хельсинки, на так называемой Хартвалл-арене, площадке, где в свое время выступали Леди Гага, Пол Маккартни и другие именитые артисты. Программа конкурса, как всегда, представляла несколько десятков стран Европы. Выступали многие артисты со всего мира, в том числе от Белоруссии. В том году выступал певец Дмитрий Колдун, участник «Фабрики звезд». Это аналог, российский аналог конкурса Pop Idol. И он занял, кстати, 6-е место с песней «Work Your Magic». И, кстати, спустя 2-3 недели после проведения данного конкурса здесь проходила в Москве, уже в Олимпийском, проходила так называемая премия Муз-ТВ. Это премия телеканала Муз-ТВ, российского музыкального
музыкального канала. И там Дмитрий Колдун вместе со своими подтанцовками, девушками, и в этих декорациях, которые здесь тоже присутствовали, он один в один повторил этот номер, и я лично был тому свидетелем, и это было очень эффектно и зрелищно. Поэтому можно представить, какие чувства испытывают люди, находясь вот на подобных концертах, на подобных конкурсах, как Евровидение. Кстати, от России, которая могла тогда быть победителем и быть хозяйкой в этом 2007 году, выступала поп-группа «Серебро». Это 3 девушки, одна из которых и Елена Темникова, участница той же «Фабрики звезд». И это было первое выступление данной команды вообще в истории существования этой группы, которая стала популярна и в России. И, кстати, группа «Серебро» заняла здесь 3-е место. Интересный факт в том, что Украину в том году представляла Верка Сердючка. Это певец, переодетый в женщину, и он пел песню, которая называется «Dancing Russia Turnby». И многие россияне, слушая эту песню, вместо фразы «Russia Turnby» услышали другую фразу «Russia Goodbye», что вызвало некое недовольство по отношению к Украине и к певице, представлявшей ее на Евровидении в том году. Вероятно, кто-то из вас помнит, что Финляндию в том году на конкурсе представляла молодая певица Ханна Пакаринен. Это участница и победительница финской версии конкурса Pop Idol, и она выступала с песней «Leave me alone» – «Оставь меня в покое». Ну а победу в 2007 году на конкурсе Евровидения одержала Сербия. Певица по имени Мария Шерифович с песней «Молитва». «Молитва». Эта песня набрала 268 баллов и заняла тем самым 1-е место. И уже в следующем 2008 году конкурс Евровидения отправился в Сербию. Кстати, не могу отметить музыкальные заставки, которые были в том Евровидении, предшествующем каждому последующему номеру. Это были такие интересные сюжеты на фоне финских городов, финских пейзажей, зимних, весенних. Это было очень красиво. И эти заставки, они такую создавали особую атмосферу конкурса Евровидения в том году. Довольно забавный и интересный инцидент произошел во время голосования, когда свои баллы давала Белоруссия. В этот момент одна из зрительниц, которой, видимо, было что-то там плохо видно на экране, очень громко заявила об этом, крикнув такую громкую фразу, что ее даже стало слышно прямо в прямом эфире. Эта фраза была настолько эмоциональной, что этот момент быстро разошелся по интернету и стал своего рода мемом. И вот таким образом, такие вот эпизоды иногда становятся частью истории такого конкурса. После того Евровидения 2007 года Финляндия не остановилась и продолжила удивлять своими номерами. Например, в 2015 году страну представляла группа с участниками, так скажем, с особенностями развития. И их песня длилась всего 1,5 минуты и являлась одной из самых коротких песен в истории конкурса. Ну, конечно, были и другие яркие выступления. Например, не так давно, в 2023 году, певец по имени Карья с песней «Ча-ча-ча» стал одним из самых обсуждаемых и популярных артистов конкурса. Но в 2026 году Финляндия снова делает наставку на сочетание классики и поп-музыки. В этом году страну представляет певица и скрипачка Линда Лампениус и певец Петя Парконен. Их песня под названием «Огнемет» — это будет песня про такой внутренний огонь, энергию, которая вырывается наружу, и также про силу, которая не остается внутри. История Финляндии на Евровидении – это история долгого и интересного пути. Пути от нулевых баллов до победы и собственного конкурса здесь, в Хельсинки, в 2007 году. И, возможно, именно такие истории делают конкурс Евровидения чем-то большим, чем просто шоу. И если вам понравилось данное видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. На нем вы найдете много видео о Финляндии, о жизни и интересных местах в финской столице и вообще в этой стране. Ну и заодно посмотрите мое новое видео про метро в Хельсинки. Оно вам точно понравится. Ну а я вам говорю, до новой встречи, до новых видео. Пока!